Добрый день, дорогие друзья! С вами ваш семейный психолог Кулешова Ольга. И сегодня мы продолжаем говорить с вами о стрессе и о стадиях проживания организмом стресса. Когда мы сталкиваемся со стрессом, то наш организм приходит в повышенную боевую готовность, чтобы преодолеть эту опасность или сбежать от нее. Кажется, все просто, разумно и практично. Стресс – это реакция организма на то, что с ним происходит, и ничего более. И он нужен для того, чтобы мы могли справиться с тем, что с нами происходит. Итак, выделяют 3 стадии проживания организмом стресса. Первая стадия – это тревога. Это мобилизация всех ресурсов организма, чтобы мы могли напрячься и преодолеть то, что с нами происходит. Вторая стадия – это адаптация. Иногда ее называют еще стадией сопротивления. На ней мы, используя появившиеся ресурсы, приспосабливаемся к новой деятельности или преодолеваем ее. И третья стадия наступает тогда, когда нам по каким-либо причинам приспособиться не удается. И в этот момент наступает фаза истощения. Поэтому третья фаза – это фаза истощения. Как же это работает? Возьму пример с ребенком. На ребенка сваливается новая сложная задача. К примеру, все мы, наверное, сталкивались с тем, что нам приходилось учить таблицу умножения. Так вот, ребенок сталкивается с тем, что ему необходимо выучить таблицу умножения. Организм выдает реакцию стресса, то есть выделяет силы и создает возможность справиться с этой новой задачей. В этот момент ребенок волнуется, руки потеют, учащается пульс, увеличивается сердцебиение и давление. Вся симпатическая нервная система в этот момент поставлена по тревоге под ружье. Это нужно для того, чтобы мы могли справиться. После этого он берет таблицу в руки и начинает учить. То есть он начинает действовать, и таким образом происходит следующая стадия – стадия адаптации. Ребенок старается адаптироваться к новым условиям. Если у ребенка хватает запасов и психологической устойчивости, чтобы справиться и преодолеть, то все хорошо, и ребенок приобретает новые знания. Но иногда бывает иначе. Иногда нагрузка оказывается настолько серьезной для ребенка, а умение восстанавливаться и отдыхать не сформированы должным образом, чтобы помочь себе. И в этот самый момент наступает третья стадия. Это стадия истощения. Напряжение не спадает, оно только растет, сил становится меньше и меньше, и организм истощается. И именно на этой стадии возможно эмоциональное выгорание, это могут быть нервные срывы, это может быть также нарушение сна, приема пищи, проблемы в общении и даже в здоровье. Как же работает наш организм? А наш организм работает следующим образом. Он работает по циклам напряжения и расслабления. Реакция на стресс точно такая же и работает точно так же. Мы столкнулись с проблемой. И, к примеру, это выглядит так. Мы столкнулись с проблемой, напряглись, решили ее и записали в память и повысили свою стрессоустойчивость. После этого расслабились, восполнили ресурс и можем снова встречаться с новыми трудностями или с новыми испытаниями. Если вам понравилось наше видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. А в следующем нашем видео мы поговорим о психологической устойчивости, о том, что такое ложная и истинная психологическая устойчивость. До новых встреч! С вами ваш семейный психолог Кулешова Ольга.